Привет! Сегодня у меня на постройке Lada Niva Urban в таком смоляном исполнении, смоляной кит. Собственно, все детали выполнены из смолы. Причем это не 3D-печатная модель, а именно вот по старинке из двухкомпонентной смолы сделан такой набор. Причем отлито очень недурно. Да? Редко встречается из смолы именно такое хорошее исполнение. Конечно, есть кое-где, чтобы подшлифовать, но это в принципе такой прям минимум. Потому что даже придраться, если честно, так смотрю на кузов, придраться прям не к чему. Причем кит очень достойно выполнен. Не знаю, такое ощущение, что до этого я из смолы ничего подобного в таком качестве не видел. То есть вообще просто минимальная обработка. Сейчас я подпилю бампера чуть-чуть надфилем. И в принципе можно эту модель уже отправлять в окраску. Если грунтовать и отправлять в окраску. Да, я прям, если честно, даже в шоке от такого качества. При этом элемент нижней части кузова. Тут тоже особо придолбаться не к чему. То есть все действительно выполнено практически филигранно. Обратите внимание на то, как выполнена нижняя часть кузова. То есть виден глушитель и трансмиссия. Двигатель, конечно, дан условно. И деталей, в принципе, в наборе-то немного. То есть, по сути, это передний мост. Его так поставить на место. И, в принципе, тоже нижнюю часть корпуса можно отправлять в окраску. Я буду эту модель красить в автомобильной краске. Причем именно я подобрал краску именно такого кода, который используется на АвтоВАЗе. Это такой серовато-коричневый цвет. Будет, по идее, выглядеть довольно-таки аутентично. Что, в принципе, и нужно для масштабной модели. Вот. Естественно, эти детали клеятся на суперклей. Поскольку это смола не клеится на обычный модельный клей. Вот. Также, что интересно в наборе, обычно в таких наборах редко даются стекла. Но тут стекла даны уже прорезаны такой деталью. То есть все части, то есть не надо как-то дополнительно напрягаться, вырезать, хотя, да нет, вообще они прям идеально входят, идеально просто. Да, и обрамить останется только втравленной рамкой, но это уже ближе к концу работы над моделью. Как по классике, есть оси, фототравленные брызговики, уплотнители стекол фототравленные. То есть надо их будет вырисовывать руками. Запас дворников. Мне кажется, их больше, чем надо. И шильдики Lada 4х4. В принципе, все то, что нужно. Также есть россыпь деталей смолы. Это элементы салона, дверные карты, сиденья и даже глушитель. Правда, зачем глушитель нужен, если он уже тут есть, не очень понятно. И торпедо. Сейчас торпедо. Деталь торпедо. Не очень понятно, как ее крепить, если честно. Инструкции, естественно, в таких наборах нету, в принципе. Видимо, вот так крепить. Да. Другого выхода. Да, скорее всего, он так и есть. То есть посадочного места нету дополнительного. Давайте ее прям закрепим. Я думаю, что получится аккуратно отдельно красить и днище, и салон. Довольно-таки легко. Так, опять же, все скреплено суперклей. По идее, это так. Давайте прикинем. Да, я угадал.
Да, оно так есть, потому что торпеда хорошо смотрится на уже собранной модели будет. Так. Интересный набор. В принципе, АВД в смоле делают хуже. Диски. Диски такие модные. И резиновые покрышки. Да, и они, кстати, по размеру. Блин, просто иногда я много собирал моделей из смолы такой вот от мелких производителей. Иногда бывает то, что диски не попадают под шины. Получается какая-то ерунда. Но тут, кстати, такого нету. Вот более мелкие детали. Это детали, я так понимаю, резиновые уплотнители рычагов переключения передач. И отдельной деталью дана решетка радиатора. Ну, фальш-решетка радиатора, естественно. Ее я установлю уже после окраски, поскольку она будет краситься в черный цвет. По-моему, да, не в Urban. В черный цвет красится. То есть вот так вот будет. Ну, в принципе, таким набором я даже очень доволен. Так, тормозные диски даже есть, к слову. Вернее, тормозные барабаны, да. Не уже барабанные тормоза. Да, и они действительно будут видны. Вот обратите внимание, если видно. Ну все. Так, я думаю, что это надо будет красить отдельно. Ну и рулевая колонка, да, она на литнике. Давайте ее тоже отделим. Причем довольно-таки очень филигранно. Выглядит как будто бы. Это очень похоже на 3D-печать, но это не 3D-печать. Судя по филигранности. То есть, вернее, судя по креплению деталей. Это не 3D-печать. Это именно классика. Смола. Вот, рулевая колонка. Так, и, соответственно, нам же к рулевой колонке нужен руль. Правильно? Так, просто некоторые детали разбросаны по коробке, что не способствует удобству. Ну, и руль. Ну, руль по классике. Классический жигулевский вазовский руль. То есть тоже чуть-чуть сделаю такое округление. И наверное, отправлю все-таки салон в окраску. Так, элементы салона это потом. Рычажки. Ну да. Да, кстати, остекление выполнено в таком вот из прозрачной смолы. Конечно, она мутновата, но я думаю, сойдет, если красивым глянцевым таким цветом сделать отражатель фар. Вот, смотрится прикольно. Так, единственное, что тут нет у руля посадочного места. Вот что не очень хорошо. Будет немножко осложнять нам работу. Конечно, хотелось бы посадочное место. Вот так вот. Руль с рулевой колонкой. Да, посадочного места нету. И инструкции нету, которая дала бы порядок. По-моему, вверх ногами приклеил. Да. Или нет? Да, все тут непонятно. Да, судя по всему, приклеил вверх ногами. Кстати, смола очень плотно прям клеится на суперклей, что интересно. Ну, давайте так попробуем приклеить. Да, причем какая-то особо клейкая смола. В общем, не думаю, что там суперклей насколько хороший, но смола. Вот видите, не все получается с первого раза. Что, в принципе, я считаю нормально. Да, надо было, приклеить вначале руль, потом торпеду. Да, уже клей подсох, пока я тут примерялся. Ну, можете учиться на моих ошибках. Собственно, для этого я видео и записываю.
Я ж не думаю, что будет много желающих собрать такую модель. Все-таки Смола такая довольно специфичная вещь. Только если вы не ярый фанат автомобилей Нива. Ну, вот видите. Да, причем торпеду я уже все не отломаю. Ее только если прям ломать. Давайте будем делать вот так вот. Во. При помощи пинцета. Чуть подождать. Так, ну все, тогда я предлагаю, дальше я промою кузов и нижнюю часть в мыльной воде, загрунтую и буду уже красить в основной цвет. Вот я покрасил кузов в основной цвет при помощи вот такой вот краски. Я ее купил на Озоне и ввел просто индекс краски, который красит, собственно, на самом автовазе. И мне получилось купить вот такую краску. Красил прям ее из баллончика. Я боялся, что будет очень сильный пигмент, но я боялся, что очень будет заметный пигмент, но в принципе для такого масштаба заметен. Я пытался чуть-чуть полирнуть, но смысла особого в этом нет. То есть такая есть, чувствуется зернистость. На настоящей машине, естественно, такой зернистости чувствоваться не будет, но на модели, в принципе, она заметна. Не знаю, посмотрим, как будет на готовой модели со всеми деталями. Также я в черный цвет окрасил низ кузова, просто залил тут без каких-либо художественных эффектов и покрасил диски в черный цвет. Просто я посмотрел у Lad Urban, именно вот диски такой формы, они как раз таки красятся в черный цвет, они в серебристый. И покрасил диски тормозные, то есть барабанные задние и передние дисковые. У передних дисковых сейчас мы покрасим суппорта. Наверное, какой-нибудь яркий красный цвет, чтобы они были видны. Вернее, они когда на готовой модели выглядывали, было видно, что там есть суппорт. Ну, тут особо без какой-то такой яркой детализации. Вот чисто, что у нас он есть, обозначить. Потому что за черным диском будет особо незаметно. Вот. Первый суппорт покрасил. Пока у меня сохнут суппорта, я попробую поставить на свое место задние колеса вместе с дисками, вместе с тормозными дисками. То есть они ставятся на вот такую вот проволоку, ось, которая, видимо, кстати, она резалась вручную, прям заметен линия среза. Вот. Посмотрим, как это будет все собираться. То есть беру диск, беру тормозной диск задний. Так. То есть диск налез. Без проблем, кстати. Можно сразу накинуть покрышку. Без какой-либо обработки. Покрышки, кстати, шоссейные. То есть не зубастые. Вот так выглядит диск в сборе. И нам остается только надвинуть на ось. Если, конечно, по размеру. Угу. Ну, это стоило ожидать. Он не надевается прям сразу легко. Да, поскольку смола хрупкая. Смола — это хрупкий материал, все-таки надо рассверлить вот отверстие, чтобы оно все налезло. Вот у меня получилось рассверлить и надеть ось. Сейчас также покажу, как это делал на этом колесе. То есть тут надо очень медленно, аккуратно сверлить, поскольку смола может лопнуть. Тогда посадочное место сломается и будет очень неудобно потом. Потом колесо криво встанет, его потом будет выравнивать. Все-таки, когда одно колесо летает в облаках, на модели это очень некрасиво выглядит. И поэтому приходится как-то изгибать модель, чтобы все колеса были на земле.
Так. И, скорее всего, надо будет подрезать эту проволоку. Ну. Да. Проволока слишком длинная. То есть, примерно вот так получается. Заходит. Конечно, черным на черном все шикарно видно, я понимаю. Но давайте все-таки подрежем эту проволоку. Вот, режу на глаз, как обычно. Конечно, по-хорошему надо было бы отмерить там, но... О, даже получился как надо. О, в принципе, задняя ось у нас готова, и даже колеса вращаются. Прикольно. Так, ну что, суппорта мои подсохли. Тут я думаю, что история будет такая же. Да, то есть, естественно, они не надеваются. Также просверлю. Отверстие. Тут. И тут. Так, один диск с суппортом. О, суппорт даже виднеется. Прикольно. Вот так вот, без фанатизма. Стремно, кстати. Что у меня не раз лопались такие вот смоляные детали при надевании. Кстати, вот тут есть брак литья. Вот. Поэтому я просто переверну, и браком боковой поверхности будет у меня внутрь, то есть незаметно на модели. Так, ну и естественно, я думаю, тут тоже надо будет подрезать. Получится? Да, да, подрезаем. Еще бокорезов. Есть. Также надеваю или одеваю, не знаю, все равно путаюсь. Суппорт. И чуть-чуть небольшим усилием ставлю на место. Так. И одеваю покрышку оставшуюся. Так, тут вроде даже без брака. Во. Хотя почему? Ну, тяжело вращается. Да, видимо, слишком до упора я воткнул. Ну да ладно. И можно примерить, в принципе, кузов Нива. Во. Теперь хоть похоже на настоящий внедорожник Нива. Но еще работа есть. Надо будет передок оформить. Детали передка. Это, собственно, решетка радиатора. Я ее просто закрасил в черный цвет из аэрографа. И только непонятно, где-то спереди низ. Наверное, вот так вот. Или нет. Все. Вот так вот. Уже, кстати, на Ниву похоже, в принципе. Надо посмотреть по рисунку. Хотя вроде бы она симметричная. Или нет. Хотя так она хуже вставляется. Да. В любом случае, я покрасил корпуса фар в черный цвет. Сейчас я нарисую отражатели фар при помощи маркера от фирмы Machete. То есть, чтобы у нас был блеск отражателя фар. Чтобы потом фару когда вставить, у нас интересно заиграл цвет. Собственно, как у настоящей машины. Так, это главный свет. И
корпуса для повторителей поворотов. Также окрашу изнутри. А потом я оставлю, собственно, уже окрашенным непрозрачный пластик на свои места. Вот, пусть сохнет. Теперь я принимаюсь за работу над облицовкой радиатора. Вот так вот выглядит, собственно, решетка. Я покрасил ее в черный цвет, вставил фары, окрасил фары. Теперь буду приклеивать на свое место фототравленную имитацию вентиляторов радиатора. Тут прям хорошая такая выштамповка, вернее отливка под эту деталь. И мне остается всего лишь намазать ее клеем. Естественно, я клею на суперклей, потому что уже другие клеи окрашенные детали, тем более из разных материалов, не возьмут. И при помощи пинцета аккуратно приклею на свое место. Вот так вот. Ну, как бы не очень понимаю смысл этой детали, поскольку она окрашена в черный и будет черный. Будет создавать тень, что ли. Ладно. Так, теперь продолжу заниматься ходовой частью. Я окрасил глушитель. Кстати, тут есть еще продолжение элемента глушителя, его тоже надо будет окрасить вручную. И глушитель я окрасил в алюминиевый цвет. И мне остается его приклеить на место. Вот так вот будет стоять. Главное не перепутать, как его клеить. Тут все очень просто. Надо трубу соединить с трубой. Опять же клею все на суперклей. Труба с трубой соединена. Ну вот так вот. Вроде бы. Тем временем моя решетка радиатора приклеилась. Теперь я ее буду приклеивать уже на саму деталь, на сам корпус. Чтобы у меня ничего не оторвалось. Я, естественно, это приклею на суперклей. Вот так вот. И просто вклеиваю. Я примерял, эта деталь даже без клея хорошо держится на модели. Ой, теперь хоть машина похожа на Ниву. Настоящую прям Ниву. Еще за кадром я покрасил матовый цвет бампера. Так, и мне осталось поставить на место держатели поворотников. Их окрасил из аэрографа в черный цвет. И маркером прокрасил отражающую поверхность, чтобы потом вставить фары. Фары, фонари. Сейчас посмотрим, как они будут вставляться на сухую, без клея. Получится или нет. Так, надо подшлифовать. Да, вот такие вот зубрики образуются от смолы. Так, и вот такая маленькая деталь. Естественно, пальцами будет очень тяжело с ней орудовать. И проверим, как она будет вставляться. Угу. Довольно неплохо, кстати. Вот так вот. Еще у меня останется просто прокрасить фары, нужный цвет, и вставить. И в принципе... мне еще осталась внутренняя карта двери приклеить на свое место. Теперь время поженить верхнюю часть корпуса с нижней частью корпуса. Поскольку, насколько я понимаю, стекла будут крепиться снаружи. Так, кстати, я прям попал глушителем в нужное место. Так, все.
Вот, вроде бы так. Да, я сделал все правильно. Все правниво, обретает финальные черты. Осталось вклеить стекла. Стекла представляют из себя вот такие пленочки. И в принципе они прям точно попадают под размер, что меня радует, то есть подгонять не надо. Хотя обычно на таких моделях бывает такое, что надо подгонять. И я сажаю эти пленочки на клей для прозрачных деталей. Это какой-то такой сильный клей ПВА. При этом он дает шанс ошибиться. Единственное, что он сохнет долго. То есть вот я сейчас поставлю стекло, и модель нужно будет не трогать примерно хотя бы часа 3. Вот, и ровненько ставлю на свое место. Да, прям стекло падает в углубление в пазы. Падает же. Ну да, вроде бы упало. То же самое я делаю с другими стеклами. И, в принципе, таким же образом все проделываю с другими стеклами. Так, а что такое? Тоже переднее стекло. Да. То есть также беру единственное зубочистку, потому что этот клей на кисточке может высохнуть, если забыть промыть. Но зубочистку не жалко. Таким вот образом я все доделываю. В принципе, тут процесс не хитрый и даже, в принципе, простой. То есть, я думаю, будет посложнее с подгонкой, вот этим всем. Конечно, мутноватые стекла. И то же самое я проделал с остальными стеклами. Осталось приклеить мелочевку на свои места, такие как зеркала заднего вида, которые я окрасил в базовый цвет и прокрасил отражающую часть при помощи маркера от Machete. И приклею на свои места дворники. Тут у модели их 3, 2 дворника спереди и 1 сзади. И все, модель готова, и вот такая у меня получилась. Как вам результат? Конечно, тут есть над чем поработать, но в принципе для обретения опыта получилась неплохая модель. Увидимся в новом видео.